Киану Ривз входит в роскошный ресторан в самом сердце города, одетый в простую помятую одежду, словно он только что закончил обычный день. Он выбирает незаметный столик, стараясь остаться неузнанным, пока свет хрустальных люстр озаряет пространство вокруг него. Но прежде чем он успевает сделать заказ, к нему подходит официантка с выражением презрения и высокомерной осанкой. «Вы уверены, что можете себе это позволить?» Язвительно бросает она, ее тон пропитан иронией, достаточно громкой, чтобы другие посетители могли услышать. То, что происходит дальше, не только ошеломляет всех в ресторане, но и раскрывает правду, которая меняет все. Ресторан «Ламьер» был символом изысканности в Беверли-Хиллз. Расположенный на одной из самых престижных авеню города, его широкие окна открывали вид на улицы, освещенные роскошными неоновыми вывесками и медленно движущимися спортивными автомобилями. Внутри каждая деталь была тщательно продумана, чтобы произвести впечатление. Ламьер был не просто рестораном, это было место для тех, кто хотел быть замеченным и восхищенным. Эшли, одна из самых опытных официанток Ламьер, уверенно двигалась по залу, с натренированной улыбкой на лице. Ее безупречная прическа и идеально сидящая форма подчеркивали ее образ профессионализма и контроля. Работа здесь была не просто работой, это была привилегия. По крайней мере, так Эшли это воспринимала. Быть официанткой в одном из самых известных ресторанов Беверли-Хиллз – это то, чем она гордилась и с удовольствием упоминала при каждом удобном случае. Но у Эшли была и другая сторона, чрезмерная гордость, которая часто перерастала в высокомерие. У нее был особый талант быстро оценивать посетителей, мысленно классифицируя их на основе их одежды, манер и внешнего вида. «Некоторые люди просто не принадлежат здесь», – часто думала она. Стеклянная дверь ресторана плавно открылась, и внутрь вошел мужчина. На нем были потертые джинсы, простая рубашка и куртка, которая выглядела удобной, но не имела ни намека на роскошь. Его присутствие было скромным, почти незаметным, пока он спокойно направлялся к стойке регистрации. Киану Ривз не был человеком, который любил выставлять свое богатство на показ, несмотря на то, что он был одной из самых известных звезд Голливуда. Его сдержанная манера поведения резко контрастировала с блеском Беверли-Хиллз, и в тот момент он казался просто обычным посетителем. Эшли была занята у стойки, обсуждая бронь для VIP-гостя с другим сотрудником, когда заметила Киану. Она резко замолчала, ее взгляд сузился. Когда она оценивающе осмотрела его, едва скрывая презрение. Он не выглядел как типичный клиент Ламьер. Не скрывая своей реакции, она наклонила голову и медленно оглядела его с ног до головы. Ее взгляд задержался на его потертых ботинках. «Добрый вечер», — сухо сказала она, форсинг улыбку, которая исчезла почти мгновенно. «Чем могу помочь?» «Я хотел бы столик, пожалуйста», — спокойно и вежливо ответил Киану. Эшли подняла бровь, словно услышала что-то абсурдное. Ее выражение лица словно спрашивало, как он смеет. Она скрестила руки на груди, ее улыбка исчезла, уступив место холодному взгляду. Улыбка Эшли полностью исчезла. «Вы уверены, что находитесь в нужном месте?» «Это очень эксклюзивный ресторан», — сказала она, ее голос звучал холодно. Киану продолжал улыбаться, оставаясь невозмутимым. «Да, это то самое место», — спокойно ответил он. Эшли коротко и недоверчиво рассмеялась, покачав головой. «Хорошо, минуточку, мне нужно кое-что проверить». Она быстро развернулась, даже не пытаясь сохранить видимость вежливости, и направилась в офис администрации. Там она открыла систему бронирования, с преувеличенной важностью набрав его имя. Когда ничего не нашлось, она закатила глаза и вернулась в зал, явно раздраженная. «Ну, как я и предполагала, у вас нет брони», — сказала она, ее голос капал сарказмом. «У нас есть несколько свободных столиков, но, знаете, это не место для случайных посетителей». Киану оставался спокойным, его невозмутимость, казалось, раздражала ее еще больше. «Я хотел бы поужинать здесь», — повторил он, его тон не изменился. Эшли с преувеличенным вздохом схватила меню резким движением. «Ладно, но мне нужно будет посадить вас в подходящее место. Следуйте за мной». Она быстро зашагала через зал, даже не оглядываясь, чтобы убедиться, что он идет за ней. Когда они достигли самого дальнего и наименее привлекательного угла ресторана, она бросила меню на стол с громким стуком. «Вот этот столик идеально вам подойдет», — сказала она фальшиво-сладким тоном. «Если вам что-то понадобится, дайте знать, но только если это действительно необходимо, хорошо?» Киану сохранял свою легкую улыбку, игнорируя ее тон «спасибо». «Уверен, это будет интересный опыт».
Когда она уходила, Эшли пробормотала себе под нос достаточно громко, чтобы услышала ближайшая пара, он не продержится здесь и 5 минут. Держу пари, он уйдет, как только откроет меню. На другом конце зала Киану спокойно открыл меню, его глаза скользили по вариантам без спешки. Живая музыка продолжала наполнять воздух, но что-то в его позе было завораживающим, словно ничто не могло нарушить его спокойствие. С другой стороны зала Эшли наблюдала за ним с самодовольной улыбкой, уверенная, что он скоро попросит счет и исчезнет. Эшли провела Киану через зал быстрыми, механическими шагами, даже не утруждая себя взглядом на него. Вместо того, чтобы выбрать столик в центре, где золотой свет от люстр подчеркивал элегантность обстановки, она отвела его в самый скрытый и плохо освещенный угол ресторана. Это был столик рядом с кухней, где звук моющихся тарелок и приглушенные разговоры персонала создавали атмосферу, далекую от остальной части зала. «Вот, этот столик вам подойдет», — сказала она, небрежно бросая меню на стол. «Думаю, вам здесь будет комфортно. Это более уединенное место». Киану взглянул на стол, затем на Эшли, его легкая улыбка не дрогнула. «Спасибо», — спокойно ответил он. Она скрестила руки на груди и сузила глаза, словно пытаясь понять, саркастичен он или просто наивен. «Пожалуйста», — ответила она, ее голос пропитан сарказмом. «Просто чтобы вы знали, мы обычно резервируем эти столики для особых случаев, но раз у нас сегодня ничего не забронировано, можете занять его». Развернувшись на каблуках, она ушла, не дав ему возможности ответить. Когда Эшли вернулась к столику, чтобы принять его заказ, ее поведение стало еще более жестоким. Она вытащила блокнот с преувеличенным движением. Эшли холодно посмотрела на Киану, держа блокнот в руке. «Вы уже решили, что хотите заказать?» — спросила она, даже не пытаясь скрыть скуку в своем голосе, «или вам нужна рекомендация?» Киану посмотрел на меню и спокойно указал на одно из самых дорогих основных блюд. «Я бы хотел попробовать это». Эшли сдержала смешок, прикрыв рот рукой, словно пытаясь удержать язвительный комментарий. «О, конечно, филе де буа фрассини», — сказала она снисходительным тоном, — «классическое блюдо». «Просто чтобы подтвердить, сэр, вы в курсе, что это стоит $350?» Киану кивнул, его спокойствие оставалось неизменным. «Да, звучит прекрасно». Эшли наклонила голову, ее губы изогнулись в злорадную улыбку. «Хорошо. Тогда просто, чтобы избежать недоразумений позже, я советую вам перепроверить цены. Мы бы не хотели, чтобы у кого-то возникли неприятные сюрпризы». Киану оставался невозмутимым, что, казалось, раздражало ее еще больше. «Я уверен», — спокойно ответил он. Эшли с драматическим вздохом, словно делая ему огромное одолжение, записала заказ. «Очень хорошо, как пожелаете. Но предупреждаю, наш шеф-повар предпочитает, чтобы такие блюда наслаждались те, кто действительно ценит изысканную кухню. Надеюсь, оно оправдает ваши ожидания». Она снова развернулась на каблуках, но прежде чем уйти, остановилась и обернулась. «И еще одно, минимальные чаевые здесь 20%. Имейте это в виду, пока наслаждаетесь». Пока он ждал, Киану казался совершенно незатронутым дискомфортом, который пыталась создать Эшли. Он оглядывал зал, восхищаясь декором и игрой пианиста. Когда подали закуску, Эшли поставила тарелку на стол с силой, отчего она слегка съехала. «Вот ваша закуска. Надеюсь, вам понравится. Или, по крайней мере, вы поймете, что едите», — сказала она с насмешливой улыбкой. Киану вежливо поблагодарил ее. «Спасибо». Эшли слегка наклонилась, словно пытаясь спровоцировать реакцию. «Знаете, многие клиенты, которые заказывают это блюдо, в итоге остаются недовольны. Оно не совсем для всех. Но, думаю, вы справитесь. Удачи!» Киану посмотрел на нее с тем же спокойным выражением лица. «Выглядит превосходно. Спасибо за ваше внимание». Раздраженная тем, что не смогла вызвать у него негативной реакции, Эшли быстро ушла, бормоча что-то коллеге. Этот парень даже не дойдет до основного блюда. Он попросит счет, как только увидит цену. Тем временем Киану продолжал неторопливо есть свою закуску. В другом конце зала Эшли наблюдала за ним издалека, скрестив руки. Злорадная улыбка расползлась по ее лицу, когда она заметила, что он кажется отвлеченным. «Держу пари, он попросит воду из-под крана». «Такие всегда так делают», — прокомментировала она другому сотруднику, который явно игнорировал ее, чувствуя себя неловко. Однако пожилой посетитель за соседним столиком продолжал наблюдать. Он поднял бокал с вином и молча поднял тост в сторону Киану, который ответил легким кивком и улыбкой.
Ужин только начинался, но растущее презрение Эшли не останется незамеченным надолго. После того, как Эшли приняла заказ Киану, она решила преподать урок клиенту, который, по ее мнению, не имел права здесь находиться. Вместо того, чтобы сразу отнести заказ на кухню, она решила уделить приоритет тем посетителям, которых считала более важными. Она остановилась. Эшли затеяла разговор с элегантной парой в центре зала, громко смеялась над шуткой другого гостя и даже принесла коктейль к столику, который не был ее зоной обслуживания. Тем временем время шло, и Киану продолжал терпеливо ждать. В попытке спровоцировать его еще больше, Эшли несколько раз прошла мимо его столика, делая вид, что занята. Каждый раз, когда он бросал на нее взгляд, она отводила глаза и ускоряла шаги, словно была слишком занята, чтобы уделить ему внимание. После долгого ожидания к Киану подошел один из посетителей, который наблюдал за поведением Эшли. Пожилой мужчина с аккуратно причесанными седыми волосами, одетый в темно-синий костюм, приблизился с доброй улыбкой. «Добрый вечер, молодой человек. Надеюсь, вы не против, что я прерву ваш ужин, но я заметил, что вас немного игнорируют», — сказал он, его тон был вежливым, но твердым. Киану спокойно улыбнулся в ответ: «Добрый вечер. Не беспокойтесь, все в порядке». Пожилой мужчина мягко рассмеялся и наклонился, чтобы говорить тише: «Знаете, иногда такое отношение — это испытание нашего терпения. Но я могу с уверенностью сказать, что сохранять спокойствие — это признак большой силы». Прежде чем Киану успел ответить, внезапно появилась Эшли, прерывая разговор. «Сэр, могу я вам чем-то помочь?» Спросила она пожилого мужчину, ее голос звучал более вежливо, чем обычно, но с налетом авторитета. «Я бы не хотела, чтобы вы отвлекали нашего гостя». Пожилой мужчина сузил глаза, но сохранил самообладание. «Не беспокойтесь, мисс, я просто хотел поздороваться с этим джентльменом. Редко встретишь кого-то настолько спокойного». Эшли с преувеличенным вздохом жестом указала на его столик. «Ну, возможно, вам стоит вернуться к своему столику и наслаждаться ужином», — сказала она, явно теряя терпение. Киану просто наблюдал за этим взаимодействием, его выражение лица оставалось спокойным, но аналитическим. «Спасибо, что подошли», — сказал он пожилому мужчине с легким кивком, «было приятно поговорить с вами». Мужчина кивнул и вернулся к своему столику, но не прежде, чем бросить последний осуждающий взгляд на Эшли, которая казалась совершенно равнодушной. Когда Эшли наконец решила принести основное блюдо Киану, она специально затянула время. Сначала она остановилась на кухне, чтобы поболтать с поварами, оставив блюдо под тепловой лампой. Затем вернулась в зал, чтобы обслужить другой столик, полностью игнорируя готовое блюдо. Когда она наконец принесла блюдо, она поставила его на стол Киану резким движением. «Вот ваш заказ. Надеюсь, вам понравится», — сказала она, ее тон был пропитан иронией, «и если вам что-то не понравится, дайте знать. Мы всегда можем предложить что-то более доступное». Киану поблагодарил ее с тем же спокойствием, что и раньше, выглядит превосходно. «Спасибо», — Эшли цинично улыбнулась и слегка наклонилась, понизив голос так, чтобы он мог ее четко услышать. «Вы уверены? Это очень изысканное блюдо. Оно может быть сложным для тех, кто к такому не привык. Я уверен», — спокойно ответил Киану. «Спасибо за вашу заботу». Раздраженная тем, что не смогла вызвать у него негативной реакции, Эшли быстро ушла. У барной стойки Эшли прокомментировала коллеге, который безуспешно пытался игнорировать ее замечания. «Он притворяется вежливым, но очевидно, что ему некомфортно», — сказала она. Эшли рассмеялась, поставив пустой бокал на стойку. «Держу пари, он даже не знает, что ест. Это всегда так с такими людьми. Они приходят сюда, чтобы почувствовать себя важными, но в итоге выставляют себя дураками». Ее коллега натянуто улыбнулся, явно чувствуя себя неловко. «Может, он просто хочет поужинать, Эшли. Может, нам стоит относиться к нему, как к любому другому клиенту». Она уставилась на него с недоверием, как к любому другому клиенту. «Ты видел ботинки, которые он носит? Он не принадлежит здесь. И, честно говоря, если он не может с этим справиться, ему вообще не стоило сюда приходить». Тем временем пара, которая наблюдала за происходящим, шепталась между собой. «Она ужасна», — сказала женщина, качая головой. «Он так вежлив, но она продолжает пытаться унизить его». «Согласен», — нахмурился мужчина, — «это позор. Думаю, нам стоит поговорить с менеджером». За своим столиком Киану спокойно доедал основное блюдо. Он огляделся, замечая сочувственные взгляды других посетителей, но не казался ни капли обеспокоенным.
Когда Эшли вернулась, чтобы убрать тарелку, ее лицо все еще выражало презрение, ну, как блюдо. «Оно оправдало ваши ожидания?» — спросила она с фальшивой улыбкой. Киану посмотрел ей прямо в глаза и ответил, оно было превосходным. «Спасибо, передайте поварам, что они справились безупречно». Эшли подняла брови, удивленная тем, что не смогла вызвать у него ни жалоб, ни раздражения. Когда она уходила, она пробормотала себе под нос, но достаточно громко, чтобы ее услышали. Пусть сейчас улыбается, но посмотрим, останется ли он таким, когда увидит счет. Сидя за столиком, Киану спокойно наблюдал за происходящим, с легкой улыбкой на лице. Его взгляд говорил о том, что момент для действий приближается. Эшли, все больше раздраженная своей неспособностью спровоцировать Киану, решила усилить свои провокации. После того, как она подала ему кофе, который он заказал, она намеренно говорила достаточно громко, чтобы ее услышали за соседними столиками. «Знаешь, сложно поддерживать стандарты, когда каждый думает, что может просто зайти сюда», — сказала она коллеге, бросая выразительный взгляд в сторону Киану. Коллега, явно чувствуя себя неловко, попытался сменить тему, но Эшли продолжила, «Именно поэтому у нас есть система бронирования. Это помогает избежать таких ситуаций». Несколько посетителей поблизости начали обращать внимание на ее слова. Некоторые хмурились, другие перешептывались между собой. Пара, которая следила за ситуацией, выглядела возмущенной. «Это возмутительно», — прошептала женщина. Положив руку на грудь, она пытается унизить его на глазах у всех. Пожилой мужчина за другим столиком отхлебнул вина, наблюдая за происходящим с выражением неодобрения. «Это уже слишком», — пробормотал он себе под нос. Киану, все так же спокойно сидя за своим столиком, оглядел зал без намека на раздражение. Его невозмутимость, казалось, еще больше выводила Эшли из себя, особенно теперь, когда она чувствовала на себе взгляды других посетителей. Элегантно одетая женщина за столиком неподалеку заметила своему спутнику, должно быть, он кто-то важный, раз остается таким спокойным. Любой другой уже бы ушел, или, может, он просто сильнее, чем она думает, ответил мужчина, бросая любопытный взгляд на Киану. Решив спровоцировать реакцию, Эшли вернулась к столику Киану, чтобы спросить, не нужно ли ему что-то еще, но ее подход был. Эшли подошла к столику Киану, но ее подход был далек от профессионального. «Надеюсь, вы наслаждаетесь своим вечером», — сказала она с преувеличенно саркастической улыбкой. «В конце концов, всегда интересно видеть здесь разных людей. Это добавляет уникальности атмосфере». Киану, удерживая ее взгляд, наконец ответил. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась весомость разных. «Можете объяснить, что вы имеете в виду?» Эшли нервно рассмеялась, пытаясь сохранить самообладание. «О, не поймите меня неправильно. Просто, знаете, наши клиенты обычно имеют более традиционный профиль. Редко увидишь кого-то с вашим стилем здесь». Зал замолчал. Посетители за соседними столиками прервали свои разговоры, явно заинтересовавшись происходящим. Эшли казалась довольной вниманием, которое она привлекла, полагая, что контролирует ситуацию. Киану сохранял молчание несколько секунд, не отрывая от нее взгляда. Его выражение было твердым, но без гнева. Наконец он заговорил: «Вы правы. Возможно, мне стоит поступить иначе». Эшли моргнула, смущенная, но прежде чем она успела ответить, к столику подошел менеджер ресторана. Менеджер, мужчина средних лет с безупречной осанкой и властным видом, окинул взглядом зал и сразу почувствовал напряженную атмосферу. Когда его взгляд упал на Киану, его выражение лица резко изменилось. Он поспешил к столику, полностью игнорируя Эшли. «Мистер Ривз», — воскликнул он, его тон был наполнен уважением, «я не знал, что вы сегодня у нас. Пожалуйста, скажите, чем я могу вам помочь?» Лицо Эшли побледнело. Она смотрела на менеджера, затем на Киану, совершенно ошеломленная. Киану на мгновение задержал взгляд на менеджере, а затем снова обратил внимание на Эшли. «Теперь», — сказал он, его голос был спокоен, но властен, «давайте поговорим о том, как мы относимся к людям». Тишина в зале была оглушительной. Все взгляды были прикованы к столику Киану, ожидая, что произойдет дальше. Менеджер ресторана, Ламьер, человек с безупречной внешностью и властной манерой поведения, был явно потрясен, осознав ситуацию. Полностью игнорируя Эшли, он обратился напрямую к Киану, слегка наклонившись в знак уважения. «Мистер Ривз, я глубоко извиняюсь за то, что не сразу вас узнал. Для нас большая честь видеть вас здесь сегодня. Пожалуйста, скажите, как я могу сделать ваш вечер более приятным?»
сказал он, его тон был наполнен почтением. Эшли, которая до этого момента считала, что контролирует ситуацию, замерла. Ее мысли путались, пытаясь осознать происходящее. «Мистер Ривз. Он знает его? Что происходит?» Пронеслось у нее в голове. Киану посмотрел на менеджера, слегка улыбнувшись. «Спасибо, но не беспокойтесь. Все в порядке. Я бы просто хотел кратко поговорить с вашим сотрудником, если это не проблема». Выражение лица менеджера сразу стало обеспокоенным. Он почувствовал, что что-то не так. «Конечно, мистер Ривз, все, что вам нужно», — ответил он, бросив резкий, укоризненный взгляд на Эшли, которая стояла рядом, бледная и явно неловкая. Эшли начала запинаться, отчаянно пытаясь вернуть хоть каплю контроля. Я не знала. Я имела в виду, я думала». Менеджер резко прервал ее, его голос был твердым. «Думала, что, Эшли, что этот клиент, который, кстати, является одним из владельцев этого ресторана, не заслуживает такого же уважения, как и все остальные». Его голос был тихим, но в нем чувствовалась строгость, от которой лицо Эшли окончательно побелело. Эшли попыталась оправдаться, он не сказал, кто он такой, и он выглядел. Она замолчала, понимая, что любые ее слова только усугубят ситуацию. Киану наконец прервал молчание. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась сила, которая отозвалась во всем зале. «Нет необходимости называть, кто я, чтобы заслужить достойное обращение. Честно говоря, это не должно иметь значения. Каждый, кто проходит через эти двери, независимо от внешнего вида, должен быть встречен с уважением». Весь зал замер. Многие посетители перешептывались, пораженные откровением, что Киану является одним из владельцев ресторана. Пара, которая следила за ситуацией, выглядела довольной, а пожилой мужчина одобрительно кивнул. За соседними столиками началось оживленное обсуждение. «Я знал, что в нем что-то особенное», – прошептал мужчина своей жене. «У него есть присутствие, которое невозможно игнорировать». Женщина кивнула, и посмотри, как он с этим справляется. Такая грация. Надеюсь, она извлечет урок из этого. Другие посетители также перешептывались, некоторые явно чувствовали стыд за то, что не вмешались раньше. Атмосфера в зале была напряженной, но в воздухе витало ощущение ожидания. Все хотели увидеть, чем это закончится. Менеджер снова повернулся к Эшли, его выражение лица было смесью разочарования и сдержанности. «Эшли, я ожидаю подробного объяснения твоего поведения после смены. А пока покинь этот столик и держись от него подальше. Я сам займусь этим». Эшли открыла рот, чтобы возразить, но твердый взгляд менеджера заставил ее замолчать. Резким движением она развернулась и поспешно ушла, избегая взглядов посетителей. Киану глубоко вздохнул и встал. Он оглядел зал, заметив, что все взгляды прикованы к нему. Спокойным, но властным тоном он начал говорить: этот ресторан был создан с идеей, что каждый, независимо от того, как он одет или откуда пришел, должен чувствовать себя здесь желанным. К сожалению, сегодня это было не так. Но я верю, что мы можем извлечь урок из этого. Посетители молча слушали, впитывая его слова. Менеджер выглядел одновременно неловко и восхищенно, наблюдая за тем, как Киану справляется с ситуацией. Киану повернулся к менеджеру и заключил: «Я хотел бы встретиться со всей командой после закрытия зала. Есть важные вещи, которые нам нужно обсудить». Менеджер сразу же кивнул: «Будет сделано, мистер Ривз. Еще раз приношу свои извинения за все произошедшее». Киану вернулся на свое место, и зал постепенно начал возвращаться к обычной атмосфере, хотя посетители продолжали шептаться о том, что только что стали свидетелями. Пустой зал «Ламьер» был тихим. Весь персонал собрался, а Киану Ривз стоял в центре, его присутствие заполняло пространство. Он оглядел всех, его взгляд встречался с каждым, передавая глубокое спокойствие, но также непоколебимую решимость. «Мы все совершаем ошибки», — начал он, его голос был ровным и звучным, «но важно то, что мы делаем после этих ошибок. Сегодня мы стали свидетелями проблемы, которая выходит далеко за пределы». Киану сделал паузу, давая своим словам осесть. Его взгляд задержался на Эшли, которая сидела в задней части зала, ее глаза были полны слез и стыда. «Эшли», — сказал он, его тон был мягким, но твердым, «я знаю, что-то, что произошло сегодня, было ошибкой. И ошибки можно исправить, если есть усилия и желание учиться. То, что ты выберешь делать дальше, определит, кто ты есть». Киану повернулся к остальной команде, его голос стал мягче.
но сохранил свою цельность. В мире, в котором мы живем, слишком легко судить людей по тому, что мы видим на поверхности, их одежде, внешности, тому, на чем они ездят или где живут. Но я хочу, чтобы вы задумались о чем-то. Что происходит, когда вы выбираете относиться к кому-то с добротой? Когда вы решаете смотреть за пределы внешности и признавать человечность другого человека? Он сделал шаг вперед, засунув руки в карманы, его тон стал более задумчивым. Мы все носим в себе борьбу, которую никто другой не видит. Человек, который кажется неуместным, может переживать худший день в своей жизни. Тот, кто одевается не так, как ожидается, возможно, достиг большего, чем вы можете представить. Доброта, которую мы выбираем проявить, особенно к тем, кто кажется недостойным, может стать тем самым жестом, который изменит все. Персонал оставался в тишине, впитывая его слова. Некоторые выглядели явно тронутыми, в то время как другие смотрели в пол, явно размышляя о своих действиях. Эшли наконец подняла голову, вытирая слезы. Ее голос был тихим, но наполненным раскаянием. Я никогда не думала об этом так раньше», — призналась она. «Я была так сосредоточена на имидже ресторана, на поддержании стандартов, что забыла о том, что действительно важно. Я забыла, что каждый человек имеет ценность, независимо от того, кто они или как они выглядят. Я обещаю, мистер Ривз, я изменюсь». Киану кивнул, предлагая ей небольшую ободряющую улыбку. «Это обещание ты даешь себе, Эшли, а не мне. Настоящие изменения происходят изнутри, и если тебе понадобится помощь на этом пути, я буду рядом». Она энергично кивнула, чувствуя облегчение и решимость. Доброта — это не о грандиозных жестах. Это о маленьких выборах, которые мы делаем каждый день. Это о том, чтобы относиться к каждому, кого мы встречаем, как к тому, кто имеет значение. Потому что они действительно имеют значение. И это то, что определяет характер места и человека. Менеджер ресторана, стоявший рядом, тихо произнес: «Мистер Ривз, ваше послание ясно. Мы постараемся сделать так, чтобы ламьер отражал именно то, что вы задумали. Спасибо, что напомнили нам об этом». Киану просто кивнул, предлагая спокойную улыбку, когда вышел из ресторана. Улицы Беверли-Хиллз сверкали под городскими огнями. Он ненадолго остановился на тротуаре, глядя на вход в ламьер. Его мягкая улыбка вернулась, когда он размышлял о том, что произошло этим вечером. Это было не просто о ресторане или о плохо обращении с клиентом. Это было о важности создания пространств, где люди чувствуют себя увиденными, услышанными и ценными. И Киану знал, что даже в самых сложных ситуациях есть возможность вдохновлять и изменять. Пока он шел по освещенным улицам, Киану думал о том, что он сказал, но также о послании, которое он надеялся оставить всем, кто услышал эту историю. Если бы он мог оставить всем, кто услышал эту историю, одну мысль, она была бы такой: в мире, где ты можешь быть кем угодно, выбери быть добрым. Истинная сила заключается не в осуждении, а в принятии. И, прежде всего, помни, именно в маленьких выборах, которые мы делаем каждый день, мы формируем не только мир вокруг нас, но и то, кем мы являемся как люди. Если вам понравилась история, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые и интересные истории.